пространство все-таки кинематограф? В том контексте культуры, который вы обрисовали, какое вот он место занимает, что это такое за звено? И вот мне бы хотелось, чтобы вы все-таки оценили то, как он сейчас у нас существует. Я имею в виду не модель там какую-то там французскую или какую-то, а просто вот с философской, общечеловеческой точки зрения, то, к чему он у нас движется. Ну, я думаю, что состояние российского кинематографа определяется состоянием российского зрителя. Ведь спрос определяет предложение, а не наоборот. Вот кто-то сказал хорошо, у нас нету лидеров либерального движения. Нам нужен человек типа Гавела. Так, замечательная мысль. Но для того, чтобы был человек типа Гавела, нужно, чтобы были чехи. Тогда будет Гавел. А когда чехов нет, то и Гавела нету. Поэтому спрос определяет предложение. То же самое в литературе и в кино. Мы открыли свой кинорынок. Кинорынок стал заниматься коммерцией. Все кинотеатры принадлежат, в общем-то, бизнесменам. Бизнесмены вложили огромные деньги в создание кинотеатров. Что они хотят? Они хотят вернуть свои затраты и получить прибыль. Какой максимально легкий шаг? Показывать американское кино. Причем не американское, а голливудское. То, о котором Коппола сказал, Голливуд саморазрушился. Голливуд сегодня делает не произведение искусства, а просто коммерческий продукт, который называется, в общем-то, как Кока-Кола, то есть коммерческий продукт. На сегодня русский зритель стал киноамериканцем. Его интересует американское кино, он механически туда идет. Все большие сети принадлежат, гласно или негласно, крупным американским компаниям: Fox, Paramount, Warner Brothers, Sony. И эти американские компании дают свободные копии, тираж, все что угодно. Мало того, если вы посмотрите на интересные программы по кино, говорят как: картина собрала столько-то в первый уикенд. Когда я учился кинематографу в Тарковском, никто не говорил, сколько картина собрала. Говорил, хорошая картина или плохая. Сегодня у российского среднего зрителя воспитан американский подход к кино. Если картина собрала много денег, значит, она хорошая. И люди действительно интересуются, сколько картина собрала, они не говорят. И потом читают, эта картина неважная, но собрала 200 миллионов, надо пойти посмотреть. То есть воспитаны уже определенный, как говорят американцы, паттерн, определенное лекало, по которому большинство русского зрителя, демографически составляющего от 14 до 25 лет, смотрит только американское кино. Значит, русский кинематограф занимает сегодня где-то около 10, было там 15%, сейчас 10, по-моему, или 12%. То есть ничтожно мало. Кого в этом можно винить? Зрителя? Нет. Вот в этом я виню правительство. В этом я виню абсолютно либеральную позицию правительства по отношению рынка. И Владимир Владимирович говорил, а вы конкурируете. Смешно конкурировать. Как можно конкурировать «Жигулям» с «Мерседесом»? Ну, не надо, надо же реально смотреть на вещи. И получается, что сегодня русский кинематограф, в принципе, не на что делать его, и никто его не будет смотреть. Воспитан новый зритель уже этот, которого интересует сюжет, потребление, попкорн, выход и дальше. То есть состояние катастрофическое, я считаю. И если опять правительство не найдет в себе воли подавить лобби или создать адекватную сеть, вложиться в то, чтобы тратить деньги на то, чтобы пропагандировать русское кино, его бесполезно делать. Так же, как Václav Гавел вряд ли появится в России, пока не будет чехов. Вы сказали о недостатках русского народа. А какие-нибудь достоинства вы можете назвать? Вот как все-таки интересно устроено. Наличие недостатков не говорит о том, что нет достоинств. Но говорить о достоинствах сегодня не так важно. Говорить о недостатках гораздо важнее. Достоинство – огромная духовность,
мечтательность, терпение, нетерпимость. Нетерпимость, но огромное терпение. Талант, но отбита абсолютно способность, работоспособность отбита. Желания работать больше нет. Это видно по состоянию российской деревни и сельского хозяйства. Просто убито. Поэтому